Судебный зал в городе Ривертон пах старым деревом и остывшим кофе. На скамьях толпились репортеры и любопытные зрители. Все пришли увидеть громкое дело о пропаже коллекционных часов у бизнесмена Гордона Стентона. На месте подсудимого сидел человек, никак не похожий на преступника. Изношенная куртка, грязные ботинки, седые спутанные волосы. Это был бывший инженер Ричард Калдвелл, ныне бездомный, ночующий под мостом. «Подсудимый, вы признаете вину?» — спросил судья. Ричард поднялся и тихо ответил: «Нет, Ваша честь». Легкий смешок прокатился по залу. Адвокат Стентона заявил, что перед ними типичный отчаявшийся бездомный. Но Ричард неожиданно произнес: «Если меня отпустить, я укажу настоящего вора». Зал взорвался смехом, но он не дрогнул. Он напомнил суду, что когда-то проектировал систему безопасности особняка Стентона и знает, даже при отключении питания одна из камер делает резервную запись. А эта запись, по его словам, была скрыта. По просьбе суда сотрудники нашли файл, который Ричард пытался передать следствию. На экране появилась ночь у ворот особняка. В кадре фигура в костюме, принимающая пакет от охранника. При увеличении стало ясно — это Эллиот Стентон, племянник потерпевшего. Адвокат попытался возразить, но экспертиза подтвердила — видео подлинное. На коробке с часами позже нашли отпечатки Эллиота. Когда суд огласил результаты, молодой человек сломался. Он признался, хотел проучить дядю и доказать, что его недоверие ко всем вокруг однажды сыграет злую шутку. Но все вышло из-под контроля, и под удар попал невиновный. Прокурор попросил немедленно снять обвинение с Ричарда Калдвелла, и судья удовлетворил просьбу. Зал встретил решение аплодисментами. После заседания Гордон Стентон подошел к Ричарду, извиняясь. Тот лишь тихо ответил: «Вы бы и не поверили, даже если бы знали, кто я. Иногда человек становится невидимым только потому, что потерял дом». Выйдя из суда, Ричард впервые за долгое время вдохнул холодный воздух, как свободный человек. Журналистка, ранее смеявшаяся на первом заседании, догнала его и попросила рассказать историю. Но он попросил написать не о нем, а о том, как легко общество решает, кому верить, а кого считать мусором. Спустя неделю газеты Ривертона опубликовали материал. Бездомный инженер доказал свою невиновность и вывел настоящего виновного на чистую воду. Под фотографией Ричарда была его фраза: «Когда бедный говорит правду, это называют выдумкой. Когда богатый говорит то же самое, это становится доказательством». А в конце статьи стояло простое напоминание: справедливость может опоздать, но она приходит к тем, кто не боится говорить правду.